Всем привет, с вами Хикаро. Да, роликов долго не было, отдыхал, уж простите. Пользуясь случаем, упомяну про свой паблик, потому что когда я не на ютубе, я там, так что подписывайтесь. Итак, сидел я и думал, о чем бы поговорить в новом ролике. Долго думал, сейчас летний игровой затишье, все дела. И тут я вспомнил, No Man's Sky выходит меньше, чем через месяц, но я так конкретно ничего и не знаю про эту игру. Очень странно для современного игропрома, ведь как обычно бывает, тебя до релиза пичкают трейлерами, геймплеями, новостями, статьями, и уже к выходу самой игры ты такой: что-то я уже так насытился этой игрой, что даже играть не буду. А тут почти чистый лист, почти. И вот это почти я и хочу сейчас сконцентрировать в одном ролике и сам попробую понять, о чем же эта игра, которую впору было бы назвать No Fucking Information. Поехали. Ну, прежде всего, эта игра с самым открытым миром из открытых миров видеоигр, это слышали все. По сути, это открытая вселенная с бесчисленным множеством планет. По заявлениям разработчиков, 99,9% этой математически сгенерированной вселенной никогда не будет посещена живым человеком. И не потому, что разработчики думают, что их игру купит мало народу, а потому что даже всего населения Земли не хватит, чтобы исследовать хотя бы 1% этой вселенной. Масштабы действительно потрясают. Что ж, огромные масштабы и самый открытый мир из всех миров – это, конечно, круто. На это интересно посмотреть, это даже можно использовать в научно-популярных презентациях для более четкого осознания человечества лишь песчинкой в океане вселенной. Но что там делать-то? Как в это играть? Тут-то и начинаются непонятки. При взгляде на No Man's Sky у меня в голове уже давно возникает ассоциация с игрой Спор, а именно с последним ее этапом космической экспансии, если вспомните. Но там масштабы, конечно, заметно скромнее, начиная от масштаба планет, которые пешком по экватору обходились за 3 минуты, заканчивая хоть и большим, но явно ограниченным количеством планетарных систем. Там ты мог летать по галактике, исследовать планеты, животных и растения, торговать или воевать с другими развитыми цивилизациями, порабощать или наоборот подталкивать к развитию цивилизации, находящиеся еще в зародыше. Ты мог даже быть почти богом, создавая или отбирая жизнь у целой планеты. Обильные инструменты терраформирования позволяли из безжизненного камня, летающего по космосу, сделать цветущий сад. И наоборот, устроить небольшой ледниковый период на живой планете и наблюдать, как она постепенно умирает. Звучит интересно, не так ли? А теперь отрубайте половину из вышесказанного, и это будет относиться к No Man's Sky. Там можно будет летать, исследовать, взаимодействовать с инопланетными расами, но возможности изменять сам этот мир не заявлено. Не заявлено возможности даже построить что-либо на планете. Единственное, что ты сможешь сделать, это прорубить в скале дыру портативным лазером, что весьма далековато от глобального терраформирования, какое было в Спор. С одной стороны, раз уж это номинально мультиплеерная игра, в которой, однако, вероятность обнаружить другого игрока крайне мала, то было бы, наверное, не очень хорошо, если бы, допустим, какая-то планета, являясь общественным достоянием, была бы изуродована гениальными, в кавычках, архитектурными сооружениями каких-то игроков. С другой стороны, раз уж мир игры настолько велик, то и изуродовать его полностью будет невозможно. Напомню про 99,9% планет, которые никогда не будут посещены. Поэтому если ни в самой игре, ни в каких-либо последующих дополнениях не будет возможности как-то влиять на этот мир, что-то создавать или разрушать, то это будет очень сильным ударом по интерактивности игры, да и по удержанию аудитории. Все-таки только летать, только наблюдать и собирать ресурсы может быстро наскучить. Дайте возможность созидать или разрушать нахер целые планеты. Планет все равно хватит на всех, на множество поколений игроков вперед, если игра столько проживет, конечно. А пока заявлена лишь такая схема взаимодействия с игрой. Ты собираешь уже что-то готовое и либо продаешь это какому-нибудь аборигену, либо используешь на крафт оружие и звездолета, но крафт это также проходит по уже разработанным чертежам. То есть возможности самому спроектировать свой собственный космический корабль пока не заявлено. Нельзя даже тупо пристрелить дикое животное, за тобой сразу вышлют полицейских дронов. Откуда? Типа, смотри, ходи, но не трогай. Зато в игре будет цель – добраться до центра галактики, и, учитывая масштабы Вселенной, для многих это будет самым настоящим испытанием на прочность силы воли. Вообще, сама эта игра, как мне кажется, несет в себе глубокий философский подтекст, но надо будет поиграть, чтобы понять, какой именно. И, возможно, присутствие или даже отсутствие некоторых геймплейных аспектов в игре несет в себе какую-то идею. А вот что было видно и понятно с самого анонса, так это то, что у игры просто наикрутейшая стилистика. Я, если честно, просто тащусь.
вдохновлена стилистика явно научной фантастикой 50-х, 60-х годов прошлого века. Я, когда читал вот этих фантастов старой школы того периода, то в голове представлял себе картины именно в такой стилистике. Поэтому я прямо хочу попасть в этот мир. В мир, который так похож на тот увлекательный мир из книжек. Но вот чего я опасаюсь. В научной фантастике это все очень интересно, необычно, порой даже таинственно. А будет ли что-то необычное и таинственное в игре? Можно ли будет в этой сгенерированной компьютером вселенной найти что-то, что будет за гранью моей фантазии? Что пробудит неподдельный интерес к исследованию этого нечто? Из-за чего я подумаю, ебать, чего я нашел? Это же, я не знаю, разумный океан, покрывающий всю планету Солярис. Или летишь такой и проваливаешься в какую-нибудь черную дыру а-ля Гаргантюа, а там внутри развертка многомерного куба, вмещающего комнату маленькой девочки в разные моменты ее жизни. Вот что-то такое уникальное, незаурядное. Или вселенная игры будет состоять только из случайно перетасованных и скомпонованных вариаций животных, растений и планет. В любом случае, даже если разработчиками вручную и будет помещено во вселенную нечто уникальное, то ни один игрок во всем мире, возможно, просто не сможет на это наткнуться. Это аксиома видеоигр. Чем шире мир, тем менее концентрировано в нем разнообразие. А мир в No Man's Sky бесконечен. Вот считайте. Но несмотря ни на что, я уверен, что всем, кому не чужда тема космоса, не должны проходить мимо этой игры. Очень мало игр на космическую тематику выходит в принципе, тем более таких крупных. Поэтому лично я жду, когда уже стану космическим исследователем, очень боюсь разочароваться, но все же надеюсь на увлекательный игровой опыт. Ждете ли вы No Man's Sky, а также напишите, каким самым причудливым именем вы бы назвали животное, растение или планету, первооткрывателем которых вы бы были. Засим спешу откланяться, не забываем про лайки, дизлайки и подписку. А у микрофона был я, Хикару. Всем успехов и пока!